7 причин отказаться от сахара. Сахар заслуженно считается белым ядом. Ведь этот продукт, как известно, не только вызывает привыкание, но и потенциально опасен для здоровья человека. И это подтверждают многочисленные исследования. Чрезмерное употребление сахара является столь же тяжелым испытанием для вашей печени, как и алкоголь. Большое количество сахара может привести ко многим серьезным проблемам со здоровьем, включая ожирение, диабет, сердечные заболевания, головные боли, подавление иммунной системы, дефицит хрома, кариес, болезнь десен и многие другие заболевания. Отказ от сахара. Отказ от сахара может быть таким же сложным, как отказ от сигарет и алкоголя. Реакция нашего организма может оказаться самой непредсказуемой. Побочные эффекты могут проявиться в виде малоприятных симптомов. Например, вы можете заметить непонятную усталость и ощутить потребность в дополнительной подзарядке и кофеина. Вы даже можете испытывать головные боли, а также стать вспыльчивым и раздраженным без веских на то причин. В некоторых случаях те, кто отказался от сахара, испытывают чувство депрессивности и плохого настроения. Чтобы избежать большинства неприятных моментов, описанных выше, лучше всего отказываться от сахара и вредных продуктов постепенно. Начинайте с отказа от всего лишь нескольких сладких продуктов, которые вы привыкли есть ежедневно, и постепенно приходите к тому, чтобы полностью исключить все сладкие продукты из своего рациона. Удивительно, но на смену чувству усталости и упадку энергии, следующими за отказом от сахара, придут только положительные перемены во внешнем виде, самочувствии, общем тонусе вашего организма. Вот лишь некоторые удивительные преобразования, которые произойдут с вашим телом, когда вы откажетесь от этого вредного элемента в вашей пище. Улучшится здоровье сердца. При отказе от сахара ваше сердце забьется ровнее и здоровее. И это вовсе не преувеличение. Ведь сахар – это один из тех продуктов, которые приводят к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это означает, что уменьшив потребление сахара, мы способствуем тому, что уровень инсулина в нашем организме повысится, вслед за этим активируется симпатическая нервная система, что в свою очередь вызовет нормализацию артериального давления, а также частоты сердечных сокращений. Удивительно, но уже через месяц можно заметить перемены. Снизится уровень холестерина примерно на 10%, а также уменьшится количество триглицеринов до 30%. Снижается риск диабета. Ни для кого не секрет, что отказавшись от сахара, вы значительно уменьшаете свои шансы на развитие диабета. Риск развития диабета сокращается вдвое, если вы уберете этот сладкий продукт из своего рациона. Стоит также учитывать, что в некоторых напитках, таких как Кока-Кола, также содержится огромное количество сахара. Отказавшись от них, вы также снижаете риск развития диабета на 25%. Если вы употребляете фруктовые напитки или соки, думая, что они являются более здоровыми альтернативами другим продуктам, то вы также ошибаетесь. Риск диабета увеличивается на 30% у людей, которые пьют больше 2 стаканов таких напитков ежедневно. Таким образом, вводя в рацион фруктовые напитки или соки, вы, по сути, меняете один сахар на другой. Важно понимать, что употребление в пищу белого яда приводит к отложению жировых накоплений вокруг печени. Это, в свою очередь, создает замечательную среду для развития резистентности к инсулину, состояние, при котором клетки нашего организма не дают никакой реакции на действие гормона инсулина. В нашем теле вырабатывается инсулин, но клетки организма становятся устойчивыми к этому естественному инсулину и теряют способность использовать его эффективно. Это приводит к гипергликемии и развитию страшной болезни сахарного диабета. Влияние сахара на поджелудочную железу. В итоге очень сильно пострадает поджелудочная железа. И за эти болезни ответственность несут именно сахарные калории. Когда мы получаем то же самое количество энергии от пищи, богатой белками, то мы избегаем подобных проблем. Риск развития диабета сокращается в разы, качество сна заметно улучшится. После отказа от сахара качество вашего сна значительно улучшится. Во-первых, вам будет намного легче засыпать.
Во-вторых, вам станет гораздо проще просыпаться по утрам. Чувство сонливости, сопровождающее тех, кто злоупотребляет сахаром, уйдет. При этом вам не потребуется больше спать. Вам вполне хватит ваших ночных часов сна, поэтому потребность вздремнуть во время обеда или в послеобеденные часы исчезнет. В кровь человека поступает гормон кортизол, пополняющий растраченную энергию. Поэтому отказ от белого яда добавит продуктивности и эффективности вашей ежедневной рутине. Отсутствие энергии пополнится, когда вы откажетесь от излишков сахара и продуктов, в которых он содержится. Вы станете выглядеть свежее и моложе. Отказ от сахара может привести к тому, что визуально вы сбросите несколько лет. Начиная с вашего лица и заканчивая телом, вы увидите преобразования, которые с вами произойдут в ближайшее время. Все дело в том, что сахар обладает обезвоживающим эффектом. Под действием этого продукта организм стареет быстрее. Недостаток влаги приводит к старению нашего кожного покрова. Чем больше мы увлажняем свою кожу, тем дольше она останется молодой и красивой. Кроме того, сахар разрушает коллаген, который отвечает за упругость нашей кожи. Недостаток этого вещества приводит к тому, что кожный покров теряет упругость и форму. Другие симптомы чрезмерного потребления сахара на лице включают темные круги под глазами, отеки и воспаление. Очаги воспаления приводят к возникновению прыщей и угрей. Отказавшись от сахара, вы увидите перемены на лице уже через 3-4 дня. Цвет лица станет лучше, сальные железы жирной кожи начнут работать правильнее, лицо станет более увлажненным, а количество морщин уменьшится. Возможно, вам уже не понадобится ваш крем от угрей. Как уже было сказано выше, одна из причин появления прыщей – это регулярное воспаление в организме. А сахар является самым настоящим рассадником для воспалительных процессов. Если вы увеличите потребление сахара всего лишь на пару ложек в день, интенсивность воспаления резко возрастет примерно на 85% за 2-3 недели. Столь нехитрая математика показывает, что отказавшись от ежедневной бутылки колы или же лишней чашки чая, смачно приправленной 3 ложками сахара, вы сэкономите на лечащих мазях от прыщей. Ваша печень станет более здоровой. Чтобы регулировать жир, печень использует сахар, в частности фруктозу. Чем больше сахара вы потребляете, тем больше шансов на то, что ваша печень будет производить обильное количество жира, что может привести к ожирению печени. Если сравнить печень человека, страдающего алкоголизмом, и человека с ожирением печени, поражает то, что можно заметить поразительное сходство. Печень с излишком жира выглядит точно так же, как печень тех, кто чрезмерно злоупотребляет алкоголем. Чем раньше проблема будет обнаружена, тем проще будет с ней справиться. Вы уменьшаете риск развития онкологии. Вы можете снизить риск возникновения некоторых видов рака, если откажетесь от употребления сахара. Раковые клетки питаются сахаром, что способствует их постоянному росту. Они потребляют сахар в 10 раз быстрее, чем его потребляют здоровые клетки. Также известно, что раковые клетки развиваются в средах, которые являются кислыми по своей природе. Поскольку РН сахара составляет около 6,4, он обеспечивает очень благоприятную атмосферу для развития онкологии. Специалисты связывают сахар с возможным развитием рака молочной железы, простаты, а также рака поджелудочной железы. Различные заменители сахара также не выход из ситуации, если вы отказались от сахара. Они также связаны с онкологическими заболеваниями, такими как рак мочевого пузыря, лимфома и лейкемия. Врачи говорят, что если вы поделитесь этими рекомендациями со своими друзьями, то вы спасете жизнь минимум одному человеку. Берегите себя и будьте здоровы. Друзья, на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Всем пока!